Дорогие мои телезрители и телезрительницы и ютуберши. Сегодня я подобрал с виду отличный, чем-то примечательный тайтл про мать, сына, семью. Нужно ценить, любить и уважать. Рейтинг 5.55 вам о чем-нибудь говорит? Мне честно нет. Я вообще пока не понял, почему анимешники не оценили лютейшую постороничность аниме, где только в первой серии успели навалить целых 20 минут баянистых анекдотов. Возможно, проблема была в том, что они были не про говно. А может, я просто пока не видел ничего дальше первой серии, и спустя еще пару минут просмотра мое мнение кардинально изменится? Узнаем далее. Как-то раз обычный, ничем не примечательный с виду среднестатистический главный герой заполнял проходной тест по профориентации. Там, правда, вопросы были какие-то странные, типа: как жизнь молодая? Как у вас с мамой дела в семье? Сосал? Ну, молодой на все ответил, подпись поставил: Масато Осуки. Но мы будем называть его просто Коля. А уже на следующий день в дом ворвалась еще одна женщина лет 30. Обещает лучшую жизнь в лучшем мире, о котором только можно мечтать. Так Горемычный попал в новую, никому неизвестную онлайн-игру с полным погружением, которая пока только тестируется. К счастью, в одиночестве качаться не придется. Мать отправили за компанию. К сожалению, ГГ такая компания не очень нравится, потому что он самый крутой, все сможет, сам всех победит, заработает много денег. Хочет, одним словом, сепарироваться. Мать, очевидно, будет только мешать юному дарованию постигать основы самостоятельной взрослой жизни. Но уже ничего не поделаешь. Назад дорога не факт, что есть. Придется авантюрить вместе. Для начала нужно выслушать лютую завязку от царского царя о том, как герой и мать героя были призваны в мир, чтобы не побеждать владыку демонов. Ведь класс у Горемычного обычный. Ну чисто хрип-хрипочих поменять нельзя, система умная сама все заранее решила. И тут у мамы возник резонный вопрос: а что такое герой? А что такое игра? А что такое классы? Как Людке-то двойку влепить? Вместо ответов есть трехтомный гайд. Далее по списку получения приветственного подарка. На выбор предлагается 3 меча. Все крутые. Но главный герой выбрал самый крутой с какой-то там предыстории, которую можно прочитать на вики. Правда, мать еще круче. Урвала сразу 2 ножика. Так, говорит, удобнее овощи на кухне будет резать. Вот сразу видно, хорошая женщина волнуется за питание сына, детины. Респект таким матерям. А потом они отправились тренироваться. И ну вы представляете, оказалось, что мама бьет по площади двойным уроном, а сын подстрелился у первого голубя. Ну молодцы, реально, вот это вот семейная идиллия. Здесь еще был душевный монолог Коли о том, как он мечтал вступить на путь приключений, пройти его лично, самостоятельно в гордом одиночестве, но родительница все испортила. Еще и умалчивает какие-то аргументы и факты о том, как, почему и кем устроен данный исекай. Мама, конечно, извинилась, погрустила, сынуля понял, что виноват, тоже и извинился. И вы меня простите тоже, извините, пожалуйста. И на этой душевной ноте обучение закончилось. Пора телепортироваться в главный город, в главную гильдию, чтобы набрать в группу еще несколько авантюр. Мать на анкеты посмотрела, пригляделась. Теперь знает обо всех фетишах сына. Но собеседование все равно провести придется. Всех базированных шизов мать сходу забраковала. Сразу видно, волнуется за сыну корзину, чтобы он не связался с плохой компанией. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. С волками жить, по волчьи выть. Рыбак рыбака видит издалека. В итоге на сдачу осталась 12-летняя девочка Порта без выдающихся боевых умений, но с постоянной скидкой в гостиницах, трактирах, лавках, рынках и еще умеет крафтить по мелочи. Недолго думая, кадры сразу приняли. Со следующим кандидатом тоже возиться не стали. Анкету прочитали, резюме слишком заносчивое, таких индивидов не берем. Жаль, Коля настолько тепличный малый, что даже не смог смять лист бумаги. То есть отказать не получилось. Уайс слишком настойчивая и целеустремленная, даже в бумагу превратилась, лишь бы группу найти. Причина настырности сразу после телепорта. А оказывается, если вдруг кто не знал, а то главный герой не знал, в жанре игры присутствует много букв ММММ, не потому что массовая мультиплеерная пирамида, а потому что проект создан для мамских мам, которые не могут найти общий язык с ребенками. Соответственно, другой мир как-то должен в этом помочь. И когда в семье случится идиллия, игра будет пройдена и откроется выход в реальность. Короче, подруга заруинила свои отношения с родными и теперь ищет новых. Как говорится, искала медь, нашла тюремный срок за побои Горемычного ногой по лицу. Благо, маму история несчастной так растрогала, что заяву можно и забрать, но опеку оформлять никто не будет, пусть пришибленная сама разбирается со своими бедами. Ладно. Группа в сборе, можно идти в первый данж. Там обитают слизни, большие и маленькие. Самое грустное в данной ситуации не то, что подругу замутили, не может заклинания колдовать. Стоит как вкопанная, а то, что основные кадры боя я вам не покажу, ведь аниме стало полностью соответствовать своему рейтингу
R+. А ведь все так хорошо начиналось. Проблемы матерей и детей, разные загоны и биопроблемы у каждого игрока. Один Сюся-Масюся, маменькин сынок, другая вся такая добрый-добрый, хорошая, понимающая, помогающая. Но мать-то на горизонте не видно. Третья тварь злая, не такуся, всех ненавидит, но игру хочет закончить. Значит, ей таки нужна семья. Вот это вот забота, внимание, понимание, понимаете? Все это разные крайности одного спектра семейных человеческих отношений. Типа, поняли? Зигмунд Фрейд сосал. Но вместо уморительной шутки анекдот просто закончился знаменитым панчлайном. Да я так осматриваюсь. Тем временем герои сходили за покупками и обновили гардероб перед следующим квестом. По заданию предстоит отправиться в какую-то глушь, где какая-то ведьма не дает спокойно жить и развивать местный бизнес с горячими источниками. Бизнесом, конечно, воспользовались, но главное не это. Уайс сегодня какая-то нервная. Впрочем, она всегда нервная, но сейчас прям более припизнутая, чем обычно. Еще и про атаки местного босса откуда-то знает. Ну, Горемычный так и понял. Мать дочери нашлась. Мать сына тоже это поняла, потому приобняла, приподняла и заверила. Семейные узы слишком крепки, чтобы какие-то там полуголые мужики смогли их сломить. Конечно, приятно слышать, но минутой ранее дочь уже успела рассказать, что ее назвали в честь любимого хостеса родительницы. То есть связь, узы, они как бы есть, но немного не те, которые надо. Если вдруг не поняли, мать Гяру в 40 лет настолько сильная и независимая, одним ловким движением руки удалила игрового мастера, читеринг, смурфинг, богоюз, распрыжки, трон из приемных сыновей. Вот это все. Замес потом был. И одна мать сильная, и другая не слабая, и читы слишком читы. Но сила любви все равно сильнее. Так что тварь не свергнута. Теперь можно и поплакать, и извиниться, и выводы сделать. Однако сказка на этом не заканчивается. Как говорится, после драки кулаками не машут, но матерь с дочкой нормально так помахались в честь мира, дружбы и жвачки. Насилие в семье. И такое в жизни бывает. Как говорится, было и было. Пора выполнять следующее поручение. Подруга, если что, никуда не делась, хоть вроде бы после примирения игру она, считайте, прошла. Выходить не спешит, ведь без нее главному герою ну никак не обойтись. И здесь даже ответных подколов не будет. Да, согласен, реально не обойтись. Все в группе так нужны и важны, и мать такая молодец. Получается, теперь все стали добрыми и хорошими. Почему это не считается за завершение игры Горемычным? А потому что прошло только 4 серии. И впереди нас ждет еще много всего. Не все еще аниме-тропы пройдены. Не каждый страх детства отрефлексирован. А вообще, ведется набор в Академию для героев. Обещают полезные подарки и много опыта. Ну как на такое не согласиться? Тем более, что мать полностью поддерживает тягу сына к учебе. Очевидно, старая в курсе, что шансов поступить в реальности не так много. В следующем году проходной балл по 3 предметам будет 322. Поэтому пусть хотя бы в игре отучится. И вот, Горемычные с подругами пришли поступать. Среди кандидатов есть новый персонаж. Еще одна ходячая семейная проблема. Мать у Меди тоже та еще гиперопека. Реализует свои нереализованные мечты через дочь, которая обязана хорошо учиться, все знать и делать лучше всех. Пока что ей это даже удается, потому что Медь золотой ребенок. Во всем слушается маму. Не противится, не перечит. Ведь мать всегда знает, как лучше. И оказывается права. Точнее, оказывалась. Пока могла всюду быть рядом с дитяткой. Но тут вдруг, понимаете, школа, самостоятельная жизнь, маму за парту рядом не посадишь. Тем не менее, она пришла и села. Будет наблюдать и параллельно колдовать, чтобы никто не помешал дочурке быть первой и единственной во всей школе. К счастью, мать главного героя тоже не дремлет. Нашла в закромах матроску с юбкой покороче и пришла учиться вместе со всеми. Ее, правда, быстро раскрыли и посадили на задний ряд, но это никак не мешает отвечать на заданные вопросы. А ответов от отличницы сегодня не будет, потому что думает она очень долго. А выиграть время мать больше не может, посох перестал работать, негативная аура слабее позитивной. Итог учебного дня: мама Коли в топе по оценкам, остальные на пересдачу. После такого фиаско Медь отчитали за неподобающее поведение. Прикиньте, как ей не с кайфом живется, мать каждый шаг контролирует, учиться заставляет, пиздит за плохие оценки. Следующий день. По плану урок домоводства. Никто готовить не умеет. Прям вообще никто. Даже у Меди получилась какая-то жижа. Но мать все успешно скрыла магией маскировки. Благо другая, которая наша, мать. Такая молодец. Бульон наварила, дыханием остудила. А там воздушно-капельным путем передается двойной бонус готовки и кашель кровью. И все резко научились кашеварить. Респект. Потом был урок плавания в бассейне. С купальниками, щупальцами и всем остальным полагающимся. В этот раз Коля даже не аутсайдер.
мастер. Зарубил рекордного монстра, получил много баллов, крутой. Но главное то, что Медь опять отпиздит за плохие оценки. Точнее, уже отпиздили где-то за кадром, и она вроде бы затерпела, согласилась, что была не права, надо трениться, дома поговорим. Только потом, пока никто не видит, отличница била стену и кричала о матерной частушке, мечтала о Роскомнадзоре с такими грустными, загадочными глазами, как у детинсайдиков, блин. Берите на заметку девочку на аватарочку, все одноклассники узнают, что меня била мать. Ура! Школьный фестиваль! Значит, и пляжный эпизод не за горами. Из важного. У Коли не будет отчима. Я вас люблю, мамака! Прошу, будьте моей девушкой! Мне очень приятны твои чувства. Но прости, я не могу. Я ведь мамочка Масика. А ребята тем временем вовсю готовятся к мероприятию. Обустраивают столовые, зазывают гостей, но есть у Золотой Матери и другой план для победы. Достаточно превратить дочь в распутную женщину, чтобы она хомутала молодого и заставила сдаться. К несчастью, пока Коля был в отключке, дух его витал рядом и все слышал. Поэтому он готов к любым любовным атакам. Ну, ничего, есть и другой, еще один план. В конце праздника будет конкурс красоты. Там-то доча точно заберет все лавры. К сожалению, не забрала. На сцену с кастрюлькой супа вышла мамная мать, и всем ну так понравилась женщина в самом расцвете лет. Еще и готовить умеет. Корону отдали ей. Итог. Гниль в ярости, дочь в ахуе, как теперь оправдываться, загадка. Благо, главный герой, доброй души человек, увел подругу подальше от негатива и наговорил много добрых слов. Ведь мы все такие друзья, блин. Жаль, мать-перемать все равно настигла ребят, но в этот раз Медь наконец терпеть не стала. Вот. Так и становятся квадроберами. Напишите в комментарии, зачем рептилии сиськи, просто у меня даже вариантов нет. Чем же все кончилось? Да просто добрая мать чисто по-доброму, по-человечески объяснила, как детей надо любить и уважать. И злая мать такая бац, и все подобрело. Что до Фури, так ее тоже смогли расколдовать, чтобы семья воссоединилась, мама извинилась, и дальше все жили долго и счастливо. А, и, кстати, такой негативной двоечница была из-за какого-то там магического кристалла в посохе, который приумножал все плохие и хорошие чувства. Впрочем, отсутствие такой приблуды в реальности никак не мешало успешной воспитательнице вести блог о правильном обучении детей. Надо его теперь срочно удалять, а для этого придется выйти из игры. К счастью, семейная драма закончилась, и дальше дочь может заниматься тем, чем хочет, и даже если хочет остаться с главным героем. В общем, мать как бы и мразь, но в целом хорошая, с первого раза все поняла, даже драться с дочерью не пришлось. Только вы не подумайте, это все было не искренне, она все-таки блогер, все было только чтобы лицом в грязь не ударить, потому что все блогеры мрази, и я мразь, и ты мразь. Не забудь подписаться на канал, дорогой друг. Еще по итогам обучения вместо выдачи дипломов происходил жесточайший гемблинг, но из всех персонажей повезло только Порте, а молодому выпал фартук. Для мамы. Спасибо! Между тем, героям в руки попала очередная листовка. В этот раз учиться никуда не зазывают. Это совсем другое новое событие. Какая-то высокая-высокая башня, на вершине которой можно загадать абсолютно любое желание. И оно сбудется. Хочу, чтобы вы перешли на «Ну, мы посмотрели мой новый ролик про аниме 2024 года. Пожалуйста, пожалуйста». С хотелками в ивенте дела обстоят сложнее. Нужно по пути победить всех монстров. И есть некоторая не нулевая вероятность, что мать первее получит награду. А чего может пожелать обычная среднестатистическая мать? Конечно, яйца. Яйца последнее, что меня волнует. И впрямь. Волноваться нужно вообще не об этом, потому что башня — событие внеплановое. Разработчики тут ни при чем, и вообще главная проблема не в том, чтобы залезть наверх. А оказывается, где-то в многоэтажке спрятались дети, бросившие своих матерей. Какие они твари неблагодарные. В песочнице даже свой лидер есть. Аманте. Хотя глава из нее так себе, даже переговоры вести не умеет. Вместо тактики и стратегии выдала всю подноготную о том, какая секретная у деток организация без мамы, как у них все хорошо. В честь такого героям тоже нужно учредить свою организацию. Как же повезло, что рядом как раз пустует гильдейское здание. Осталось только подписать все документы, ввести название, и можно заселяться. Потом еще нужно будет за стройматериалами для ремонта сходить, но никто и представить не мог, что пока горемычный будет выбирать полы, за мамой придет киллер-убийца, причем такой сильный, что по достоверным сведениям мама проигрывает. К счастью, опасностью оказался всего лишь торговец-мошенник-проходимец, который пытался втюхать простой стеклянный шар за много денег. А нет, простите, не простой, это оказывается настоящий бим-бом. Но не стоит волноваться, мать знает, как детей надо укачивать, потому без проблем успокоит даже обратный отсчет до детонации. 1, 2, 3, 4,
65, 67. Меня так никто и не погладил. Можете исправить это недоразумение, перейдя в мой телеграм-канал. В итоге никто не пострадал, но радоваться тоже рано. Аманты спланировала вторую попытку сломать семейные устои. Тут уже мошенники посерьезней с топорами и дубинами. И ладно, мать их все равно накормила, спать уложила, колыбельную спела. Ребятки аж прониклись детским вайбом, ностальгией по тем временам, когда мамы за ними ухаживали. Получается, подобрели, извинились, а потом пришли еще раз извиняться, но уже в компании родительниц. Чтобы и они попросили прощения за нерадивых детинушек. В знак извинения даже готовы присоединиться к гильдии, чтобы помочь со всеми насущными проблемами. И вот, группа с одним сыном, 3 дочерями и стаей матерей отправились покорять вершину башни. Правда, дальше входа пока не продвинулись, понадобилось срочно вернуться домой, утюг выключить, ковер, пропылесосить диван, почистить одежду, постирать, ужин приготовить. Ставь лайк, если тоже забыл выключить плиту и ждешь, пока превратишься в фею Винкс. Спустя 2 притопа, 3 прихлопа и несколько привалов на поесть, герои таки дошли до верхних этажей башни. А там их уже Аманта вовсю заждалась, готова раз и навсегда определить, кто крутой, а кто даже посуду мыть не умеет. Как показала практика, никто кроме маминой мамы ничего не умеет. Но я почему-то уверен, что только у нее дома завалялся чудесный меч, который чистит все загрязнения. Подписчики, если у вас есть такая палка, прошу выслать ее мне по адресу, а то я не могу встать с дивана и помыться. Битва проиграна. Однако это не конец. И самое независимая детина еще обязательно вернется, чтобы взять реванш. И впрямь спустя 10 этажей с кнопкой для раздевания распахнулись двери, а за ними целый зоопарк. Жаль, это все не просто фури, а сыны матерей, которые хотели делом загладить вину, но слили в сухую и теперь заражены не только фурятиной, но и дикой, я бы даже сказал, животной ненавистью к мамам. Благо все будут живы, здоровы и счастливы, потому что родители тоже люди, понимают все позитивные и негативные чувства детей, а от последних имеют специальную неприступную броню. Не уверен, что в реальности это так работает, проверять не советую. Мать ваншотнет. Из грустного желания Аманты, которое она хочет загадать на вершине башни, удалить всех мам, то есть всех женщин. Очень грустно, меня удалят, хотя я не мать и не женщина. Алексилен подписаться. Самое страшное, что ждало героев на следующих этажах — тайна, которую игнорировали весь тайтл, но под конец из-за одной ловушки все узнали правду. Был, значит, этаж, где все видели злые копии своих матерей. Испытания прошли все, и Порта тоже прошла, но не рассказала, как именно. Вывод — она детдомовская. И хуже этого уже ничего не будет. Главная битва, к которой герои так долго шли, закончилась после одного душного диалога о том, как мамы мешают реализовывать собственные амбиции. Но вообще-то Коля даже рад, что обстоятельства сложились так, как сложились. Плюс мать добивочный луч любви наколдовала, но несмотря на все ссадины и раны, Аманта как-то таки смогла и сбежала. Надо, понимаете ли, успеть наверх, загадать желание, и тогда-то мамы исчезнут, сражаться не придется. Но, увы. Коля первее выкрикнул «Яйца!» и герои получили лоток свежайших яиц, чтобы после плотно покушать. За обедом было обсуждение произошедшего, кристалл какой-то темный, который разработчики теперь могут изучить, и, конечно, клиффхенгер к продолжению, где ребятам нужно будет победить еще 3 неадекватных, которые тоже хотят удалить мам. Но это все совсем иная история, написанная на страницах Ранобэ. А по аниме я так и не понял, почему этому поставили настолько мало баллов. Не, конечно, тайтл стандартный окологоремник, для которого оценка вполне справедливая, но обычно анимешников это не останавливает. И так, чисто по меркам других средних Эти, это вполне нечто среднее. Ну, 7, 6, не 5 же. Либо конкретно на этом аниме система резко дала сбой, зрители все поняли и переоценили семейные ценности. А если вырезать все R+ моменты, так это вообще нормальное пособие для детей про то, что нужно любить мать, уважать мать, ценить мать. Люблю и уважаю всех бусти-сабов, спасибо, что вы есть. Если вам повезло, там на бусти уже есть ролик по новому крутому сезону Блича. А еще больше я ценю дорогих бусти-сабов. Камп Сверг, лучший пупсик, Хало Лало, Максим Акимов, Иван Суханкин, Доминатрикс. Пока!